Урок 1. Важность сотрудничества. Я понимаю вашу точку зрения, однако я думаю, что сотрудничество приводит к лучшим результатам. Это интересный момент. Совместная работа может принести разнообразные идеи. Точно. Командная работа часто приводит к более творческим решениям. Да, и это способствует чувству общности и поддержки. Я считаю, что когда люди сотрудничают, они учатся друг у друга. Абсолютно. Разделение различных точек зрения может улучшить понимание. Кроме того, это помогает построить более крепкие отношения внутри команды. Я полностью согласен. Давайте поощрять более тесное сотрудничество в наших проектах. Да, вместе мы сможем достичь гораздо большего. Урок 2. Рождественские представления. Есть так много музыкальных представлений о рождении Иисуса. Помнят ли они, что Рождество — это празднование Его пришествия? Да, важно сохранить это послание через музыку. Мне нравится, как эти выступления могут вызывать такие сильные эмоции. Абсолютно. Они прекрасным образом объединяют людей. Да, это прекрасное напоминание о духе Рождества. Мне нравится посещать эти мероприятия каждый год. Они чувствуют себя волшебно. Я тоже. Давайте обязательно посетим несколько выступлений в этом сезоне. Отличная идея. Это будет прекрасный способ отпраздновать вместе. Урок 3. Шекспировский театр. Знаете, есть зрители, которые каждый год возвращаются в театр. Да, главной достопримечательностью является просмотр одних из лучших пьес Шекспира. Точно. Его работы обладают невременным качеством, которое очаровывает людей. Абсолютно. Каждое выступление приносит зрителю что-то новое. А атмосфера живого театра поистине волшебная. Я согласен. Это уникальный способ ощутить его гениальность. Кроме того, это прекрасная возможность для актеров продемонстрировать свой талант. Да, и зрители смогут насладиться невероятными выступлениями. Я не могу дождаться начала следующего сезона. Это всегда изюминка. Урок 4. Щенячий сюрприз. Он открыл дверь в спальню, и оттуда выбежал крошечный щенок. Мы все были так удивлены и рады увидеть это. Я знаю. Щенок был таким игривым и полным энергии. Да, это сразу вызвало улыбки на лицах всех. Трудно было не влюбиться в этот комочек радости. Абсолютно. Щенки умеют скрасить любой день. Мы все собрались вокруг, чтобы поиграть с ним. Это было так весело. Мне не терпится увидеть, как этот щенок вырастет и станет частью семьи. Да, это будет увлекательное путешествие для всех. Урок 5. Карьерный совет. Я чувствую себя немного потерянным в своей карьере. Какой-нибудь совет? Не переживайте. Время от времени мы часто чувствуем себя неуверенно. Это обнадеживает. Что ты предлагаешь мне сделать? Попробуйте изучить различные варианты и интересы, чтобы увидеть, что вас волнует. Это имеет смысл.
Мне следует изучить области, которые соответствуют моим увлечениям. Точно. Важно найти то, что вас мотивирует. Я начну исследовать и рассматривать новые возможности. Большой. Просто не забудьте проявить терпение к себе во время процесса. Спасибо. Я ценю вашу поддержку и одобрение. Урок 6. Жизнь дружественная к домашним животным. Повседневная жизнь становится намного удобнее с домашним животным. Я согласен. Домашние животные могут принести много радости в нашу рутину. Мне также нужно найти место для проживания с домашними животными. Это отличная идея. Важно, чтобы вы оба чувствовали себя комфортно. Да, я хочу, чтобы у моего будущего питомца было достаточно места. Абсолютно. Ищите место, рядом с которым есть парки или место для прогулок. Я буду. Было бы здорово иметь сообщество, которое приветствует домашних животных. Определенно. Давайте вместе рассмотрим эти варианты. Спасибо. Я взволнован этой новой главой в моей жизни. Урок 7. Спортивное образование. Эта модель соответствует спортивной системе английских государственных школ. Это интересно. Как это влияет на развитие учащихся? Это поощряет командную работу, дисциплину и физическую подготовку. Я понимаю. Эти качества необходимы для личностного роста. Да, он видел, как английские мальчики из высшего сословия обладают этими качествами. Это впечатляет. Замечательно иметь структурированный подход к спорту. Абсолютно. Он готовит студентов к испытаниям как на поле, так и за его пределами. Я считаю, что важно продвигать эти ценности в образовании. Я согласен. Давайте подробнее обсудим, как мы можем реализовать эти идеи. Урок 8. Счастье медового месяца. Не могу поверить, что мы наконец-то здесь, в этом удивительном номере для молодоженов. Это похоже на сон, не так ли? Вид из окна совершенно потрясающий. У меня действительно большие надежды на эту поездку. Я хочу вместе создать незабываемые воспоминания. Абсолютно. Только представьте, какие приключения мы можем пережить здесь, исследуя новое место. Этот люкс – идеальное место для отдыха после веселого дня. Что вы думаете? Я согласен. Атмосфера настолько романтическая, что она определенно сделает наши воспоминания еще более особенными. Я уже представляю, как мы наслаждаемся ужином при свечах прямо здесь. Это звучит идеально. Мы должны максимально использовать каждый момент. Да, давайте запечатлим каждое воспоминание и оглянемся на него на долгие годы. Урок 9. Свежие ингредиенты. Мне нужно не забыть купить в магазине свежие куриные грудки. Определенно. Свежие ингредиенты имеют огромное значение в кулинарии. Есть ли у вас любимые рецепты с курицей? Да, я люблю готовить жаркое с большим количеством разноцветных овощей. Звучит вкусно. Я всегда ищу быструю и здоровую еду. Для этого идеально подходит жаркое. Это быстро и очень приятно. Какие приправы вы предпочитаете добавлять для дополнительного вкуса?
Немного соевого соуса и имбиря сделают блюдо еще лучше. Мне придется попробовать это в следующий раз. Свежие ингредиенты действительно улучшают качество еды. Урок 10. Целевая аудитория. Как вы думаете, какова наша целевая аудитория этого проекта? Я считаю, что нам необходимо тщательно определить их предпочтения, чтобы адаптировать наш подход. Это очень важно. Понимание того, что им нравится, будет определять процесс создания контента. Точно. Мы должны учитывать их возраст, интересы и то, какие платформы они используют. Далее мы также можем следить за тенденциями в отрасли, чтобы поддерживать актуальность и свежесть информации. Отличный момент. Держать руку на пульсе поможет нам оставаться впереди. Я думаю, нам следует провести опрос и для сбора прямой обратной связи. Это умная идея. Привлечение нашей аудитории заставит ее почувствовать себя ценной. В конечном итоге знание нашей аудитории поможет нам создавать более эффективный контент. Урок 11. Рекомендации отелей. Итак, где мы собираемся остановиться во время поездки в центр города? Я слышал, что отель Амба настоятельно рекомендуется из-за его великолепного обслуживания и расположения. Это звучит идеально. Находясь в центре города, его будет легко исследовать. Абсолютно. У нас будет доступ ко всем лучшим ресторанам и достопримечательностям поблизости. И я читал, что виды из номеров отеля захватывают дух. Я могу только представить, как каждое утро просыпаюсь и любуюсь этим прекрасным видом на горизонт. Давайте забронируем там номер как можно скорее, чтобы обеспечить наше пребывание. Хорошая идея. Я хочу убедиться, что у нас все идеально спланировано. Это будет незабываемое путешествие с таким отличным отелем. Урок 12. Цифровой детокс. Я подумывал о том, чтобы отдохнуть от всех социальных сетей. Это звучит освежающе. Важно иногда отключаться, вам не кажется? Абсолютно. Это дало бы нам возможность сосредоточиться на реальном мире вокруг нас. Кроме того, мы можем полностью наслаждаться временем, проведенным вместе, не отвлекаясь. Точно. Представьте, сколько содержательных разговоров мы могли бы провести. Мне нравится эта идея. Это своего рода цифровая детоксикация для наших умов и сердец. Мы можем использовать это время, чтобы найти новые хобби или прочитать больше книг. О, мне бы хотелось погрузиться в некоторые романы, которые мы собирались прочитать. Давайте определим временные рамки нашего перерыва и будем их придерживаться. Урок 13. Женские организации. Слышали ли вы о женских организациях в нашем сообществе? Да, они заботятся о сердцах, руках и здоровье своих членов, верно. Точно. Они предоставляют поддержку и ресурсы для расширения прав и возможностей женщин. Это так важно. Мне нравится, как они способствуют здоровью и участию общества. Нам следует подумать о волонтерстве или участии в одной из их программ. Я полностью согласен. Это был бы полезный опыт для нас обоих. Кроме того, это позволит нам встретить единомышленников, разделяющих наши ценности. И мы могли бы внести свой вклад в оказание положительного влияния на наше сообщество. Давайте проведем небольшое исследование и выясним, чем мы можем помочь. Урок 14.
планы ресторана. Так, что мы будем делать сегодня на ужин? Я подумал, а как насчет ресторана за углом? Это звучит великолепно. Я слышал, что у них фантастическое меню и уютная атмосфера. Да, и мне нравится, что он находится в нескольких минутах ходьбы. Не нужно беспокоиться о парковке. Точно. Там мы можем насладиться приятной, неторопливой прогулкой. Плюс, я думаю, это будет хороший способ завершить наш день. Я уже чувствую вкусное блюдо, которое они подают. Я тоже. Давайте проверим, нужно ли нам бронировать. Хорошая идея. Я хочу убедиться, что у нас будет хороший стол. Урок 15. Изменения начинаются с нас. Знаете, в последнее время я много думаю о переменах. Да, именно. Изменения начинаются с нас, и мы можем изменить ситуацию. Я действительно верю, что если мы будем вместе, мы сможем добиться больших успехов. Абсолютно. Каждое маленькое усилие ведет к большему результату. Мы должны найти способы способствовать позитивным изменениям в нашем сообществе. Это замечательная идея. Давайте обсудим некоторые инициативы, которые мы можем начать. Мы можем сплотить других, чтобы они присоединились к нашему делу и создали движение. Вместе мы можем вдохновить людей принять участие и изменить ситуацию. Я с нетерпением жду возможности увидеть, чего мы можем достичь как команда. Урок 16. Фитнес-мотивация. Я действительно хочу оставаться мотивированным для достижения своих целей в фитнесе. Это отличный образ мышления. Как насчет того, чтобы найти приятеля для тренировок? Это фантастическая идея. Это сделало бы тренировки намного приятнее. Точно. Кроме того, вы можете привлечь друг друга к ответственности. Я также буду отслеживать свой прогресс, чтобы увидеть, как далеко я продвинулся. Это важно. Ведение записей действительно может повысить вашу мотивацию. И мы можем вместе отпраздновать каждую веху, какой бы маленькой она ни была. Мне это нравится. Будет весело мотивировать друг друга по ходу дела. Давайте для начала поставим несколько достижимых целей. Урок 17. Товары для творчества. Я подумывал о запуске нового арт-проекта. Это звучит захватывающе. Есть ли у вас все необходимые материалы? Пока нет, но я могу поискать в магазине товаров для творчества или заказать онлайн. Это хороший план. Важно иметь качественные материалы. Точно. Какие методы, по вашему мнению, мне следует изучить для этого проекта? Возможно, начните с некоторых базовых техник рисования, прежде чем переходить к живописи. Это звучит как прочный фундамент. Я хочу постепенно развивать свои навыки. И не забывайте регулярно практиковаться, чтобы увидеть улучшения. Я буду. Мне не терпится начать это творческое путешествие. Урок 18. Крошечные вольны надежды. Знаете, каждое маленькое действие, которое мы предпринимаем, посылает в мир крошечную волну надежды. Это прекрасная мысль. Удивительно, как наши маленькие дела могут оказать такое большое влияние. Точно. Когда мы помогаем другим, мы пересекаемся с миллионами различных центров энергии.
Как будто мы все связаны в этой огромной паутине человечества. Не так ли? Да, и смелость протянуть руку помощи может изменить жизнь, в том числе и нашу собственную. Я согласен. Иногда самые простые жесты вызывают наибольший отклик. Подумайте об этом. Доброта, которую мы проявляем, может вдохновить других распространять эту доброту дальше. Абсолютно. Это цепная реакция, которая может привести к значительным изменениям в обществе. И все начинается с того, что один человек решает изменить ситуацию. Урок 19. Воры и уловки. Слышали ли вы историю сорока-разбойников? Да, у меня есть. Туристы часто жалуются на уловки, которые используют для обмана людей. Удивительно, насколько умными могут быть некоторые из этих трюков, вам не кажется? Определенно. Это похоже на игру в умы, но она может иметь серьезные последствия для жертв. Да, и туристам важно знать об этих хитростях. Осведомленность может помочь им избежать попадания в ловушки, расставленные этими ворами. Жаль, что такой негативный опыт может омрачить красоту путешествия. Точно. Путешествие должно быть связано с радостью и приключениями, а не со страхом и обманом. Нам нужно поделиться этими историями, чтобы помочь другим оставаться в курсе событий и оставаться в безопасности. Урок 20. Все уши. Я весь в ушах. Что тебя беспокоит? Но в последнее время у меня были проблемы с знакомством с новыми людьми. Это может быть сложно, особенно когда вы пытаетесь установить связи. Да, иногда это кажется ошеломляющим, как будто все остальные находятся в своем собственном мире. Я понимаю, трудно преодолеть эти невидимые барьеры. Точно. Хотелось бы, чтобы был способ упростить подключение. Возможно, если начать с общих интересов, это поможет построить эти связи. Это отличная идея. Нахождение точек соприкосновения может открыть новые разговоры. Да, и это может побудить других тоже обратиться к вам. Урок 21. Запрос на размещение. Вы думаете о размещении в нашей поездке? Да, я бы хотел остановиться в удобном отеле, расположенном в центре города. Звучит как отличный план. Вы имеете в виду конкретную область? Я подумал, что идеально было бы где-нибудь рядом с основными достопримечательностями. Каким образом мы сможем легко исследовать местность, не тратя время на транспорт? Точно. К тому же, здесь было бы неплохо расслабиться после долгого дня осмотра достопримечательностей. Я полностью согласен. Уютный отель может изменить наше впечатление. Верно. Начну искать варианты, соответствующие нашему бюджету. Идеальный. Давайте также постараемся найти место с хорошими отзывами. Урок 22. Удовольствие от шоппинга. Вы готовы к веселому шопингу? Абсолютно. Мне не терпится найти идеальный наряд для этого мероприятия. Всегда интересно просматривать различные стили и направления. Определенно. Я люблю примерять новые образы и проявлять творческий подход. А еще лучше, когда есть с кем поделиться опытом. Я согласен. Совместные покупки сделают этот поход еще более особенным. Прежде чем отправиться в путь, давайте составим список того, что нам нужно. Отличная идея. Таким образом,
Мы не отвлечемся и не упустим самое важное. Да, и это поможет нам оставаться сосредоточенными и организованными. Урок 23. Уютное убежище. Абсолютно. Как насчет уютного уединенного домика возле гор? Это звучит восхитительно. Я уже могу представить себе красивые пейзажи. Да, свежий воздух и потрясающие виды очень расслабляют. Кроме того, мы могли бы пойти в поход и исследовать окрестные тропы. Точно. Это был бы отличный способ соединиться с природой. И мы сможем наслаждаться уютными вечерами у камина. Правда. Абсолютно. Мне нравится идея попивать горячий какао, пока мы болтаем. Это был бы идеальный побег от нашей суетливой жизни. Давайте начнем планировать это приключение. Это будет очень весело. Урок 24. Перспективы иммиграции. Интересно, как люди могли эмигрировать так же, как и другие. Да, это действительно подчеркивает общий опыт представителей разных культур. Точно. У каждого своя история и причина переезда. И эти путешествия часто приносят новые возможности и проблемы. Верно. Важно понимать и уважать их решения. Абсолютно. Иммиграция может обогатить общество во многих отношениях. Да, разнообразие может привести к инновациям и творчеству. И это способствует чувству общности среди людей разного происхождения. Давайте вспомним эти истории и поделимся ими с другими. Урок 25. Праздничные наряды. Вы видели витрину нарядов для вечеринок в торговом центре? Да, я заметил, что у них обычно есть фантастические варианты на любой случай. Удивительно, как они идут в ногу с последними тенденциями и стилями. Абсолютно. Правильный выбор одежды действительно может повысить вашу уверенность в себе. Я согласен. Все дело в том, чтобы чувствовать себя хорошо в том, что вы носите. Кроме того, интересно примерить разные стили и посмотреть, что подойдет вам больше всего. Да, давай запланируем поход по магазинам на этих выходных. Звучит как план. Мне не терпится изучить все варианты вместе. Это будет взрыв. Давайте найдем что-нибудь запоминающееся. Урок 26. Основы упаковки. Я обязательно соберу эти вещи для нашей поездки. Большой. Есть ли что-нибудь еще, что нам следует знать, прежде чем мы уйдем? Важно следить за погодой, чтобы мы могли собрать вещи соответствующим образом. Хороший вопрос. Одежда с учетом климата сделает нашу поездку более приятной. И не забудьте взять с собой немного местной валюты для мелких покупок. Верно. Наличие наличных денег может быть очень полезно в определенных ситуациях. Нам также следует подумать о том, чтобы взять с собой портативное зарядное устройство для наших устройств. Да, оставаться на связи очень важно, особенно для навигации. Я рад, что мы планируем это вместе. Это делает все проще. Урок 27. Доброта имеет значение. Самое главное– это мысль и доброта, стоящие за действием. Я полностью согласен. Намерения часто говорят громче, чем сами действия. Иногда даже небольшие жесты могут оказать глубокое влияние на других.
Да, именно такие мелочи могут скрасить чей-то день. Мы всегда должны стремиться проявлять доброту, какой бы маленькой она ни была. Абсолютно. Это создает позитивную атмосферу и побуждает других делать то же самое. И это напоминает нам о нашей общей человечности, укрепляя связи. Да, доброта. Универсальный язык, понятный каждому. Давайте продолжим распространять эту доброту, куда бы мы ни пошли. Урок 28. Приключения в Чикаго. Знаете ли вы, что Чикаго – один из самых известных городов Америки? Да, он действительно выделяется потрясающим горизонтом и богатой историей. Невероятно, насколько каждый из таких городов, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, обладает своим уникальным очарованием. Точно. Каждый город предлагает что-то свое, поэтому каждый из них стоит изучить. Я всегда хотел посетить Чикаго, чтобы попробовать вкусную пиццу и яркую культуру. Звучит вкусно. Кроме того, арт-сцена там просто потрясающая. Я слышал, что музей и галереи здесь первоклассные и идеально подходят для отдыха на выходных. Определенно. Нам следует спланировать поездку в ближайшее время, чтобы погрузиться во все, что может предложить Чикаго. Мне не терпится открыть для себя архитектуру и насладиться речной прогулкой. Урок 29. Ограничение голосовой почты. Вы когда-нибудь замечали, что в некоторых системах есть ограничения на количество места, которые можно использовать для индивидуальной голосовой почты? Да, у меня есть. Это может сильно раздражать, когда неожиданно заканчивается место. Я думаю, что системам важно обеспечивать достаточно места для хранения важных сообщений. Абсолютно. Существует несколько способов улучшить управление голосовой почтой, например, регулярное удаление старых сообщений. Это хороший момент. Я часто забываю проверить свои, пока не становится слишком поздно. Возможно, нам следует чаще устанавливать напоминания о необходимости очищать голосовые сообщения. Отличная идея. Это поможет нам оставаться организованными и не пропустить ни одного важного звонка. Кроме того, это сделает нашу работу с телефоном намного более эффективной. Давайте вместе составим план борьбы с нашей голосовой почтой. Урок 30. Кулинарные задачи. Я не самый лучший повар, но готов попробовать. Это дух. Пробовать новые рецепты может быть очень весело, особенно если они простые. Есть ли у вас какие-нибудь простые рецепты, которыми вы могли бы поделиться со мной? Я делаю. Как насчет того, чтобы начать с простого блюда из макарон? Это звучит идеально. Паста всегда нравится публике. Точно. Вам понадобятся только самые основные ингредиенты, а готовится быстро. Мне нравится идея приготовить что-нибудь вкусное без особых хлопот. А как только вы это освоите, вы сможете экспериментировать с разными вкусами. Не могу дождаться, чтобы попробовать. Совместное приготовление пищи может стать отличным опытом общения. Урок 31. Свадебные традиции. Ты слышал, что ее подвязка синяя. Да, я сделал. Это часть традиционного свадебного чего-то синего. Однако Сьюзен действительно нужно что-то старое, чтобы завершить свой образ. Определенно. Я думаю, кольцо ее бабушки было бы идеальным решением. Это прекрасная идея. Это добавило бы сентиментальности ее наряду.
Точно. Это прекрасный способ почтить семейные традиции в такой особенный день. Мне нравится, как свадьба включает в себя эти значимые элементы. Они действительно делают церемонию более личной и запоминающейся. Давайте поможем ей найти кольцо и позаботимся о том, чтобы к важному дню все было идеально. Урок 32. Опыт цирка. Я так нервничала, наблюдая за выступлениями цирка. Действительно. Почему вы боялись, что они могут упасть? Это выглядело так опасно. Я не мог не волноваться за их безопасность. Я понимаю это чувство, но они невероятно искусны в своем деле. Это правда. Несмотря на мои опасения, в целом я очень хорошо провел время в цирке. Атмосфера такая яркая и захватывающая. Трудно не получить от этого удовольствие. Абсолютно. Клоуны и акробаты действительно знают, как развлечь публику. Мне тоже понравились животные. Они добавляют особый шарм этому опыту. Я обязательно вернусь снова, даже если в следующий раз буду немного нервничать. Урок 33. Кошмары путешествий. Недавно во время путешествия мне приснился кошмар. О, нет, как ты с этим справился? Я сообщил об этом в авиакомпанию и заполнил форму жалобы. Это хорошо. Очень важно говорить, когда что-то идет не так. Точно. Я хотел, чтобы они знали о проблемах, с которыми я столкнулся во время полета. Надеемся, они серьезно отнесутся к вашим отзывам и улучшат свои услуги. Я надеюсь, что это так. Очень неприятно, когда во время путешествия что-то идет не так, как планировалось. Конечно, но, по крайней мере, вы предприняли правильные шаги для разрешения ситуации. Да, и я научился всегда документировать свой опыт. Урок 34. Открытое общение. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо. Я ценю, что ты так открыто говоришь об этом. Конечно, я считаю, что общение является ключом к пониманию. Я полностью согласен. Это делает все намного проще. Кроме того, это помогает сразу же устранить любую путаницу. Точно. Я всегда чувствую себя более комфортно, когда знаю, что могу задавать вопросы. Это правильные отношения. Мы должны поощрять друг друга делиться своими мыслями. Да, это создает благоприятную среду для всех. Давайте пообещаем сохранить эту открытость в ходе совместной работы. Урок 35. Факты о пальцах. Знаете ли вы, что мои пальцы– часть моих рук? Да, удивительно, как наши руки состоят из такого количества частей. У меня 10 пальцев и 10 ногтей, как и у всех остальных. Это правда. Наши пальцы так важны для повседневных задач. Они помогают нам писать, печатать и даже выражать свои мысли. Точно. Удивительно, насколько мы полагаемся на свои руки, даже не задумываясь. Я часто принимаю их как нечто само собой разумеющееся, но они действительно необходимы. Да, умение ценить мелочи может иметь большое значение. Давайте не забывать заботиться о наших руках и пальцах.